Кету в Накшатре Дхаништха и прошлая жизнь. 23-я Накшатра Дхаништха расположена в знаках Козерог и Водолей. Планетарный владыка – Марс, главенствующее божество. Васу – символы Накшатры, барабан и флейта. Созвездие Накшатры Дельфин соединяет знаки Козерога и Водолея, и, соответственно, 10-й дом, который относится к карме, и 11-й дом к соответствующим плодам кармы. Дельфины являются самыми умными и доброжелательными и известны своей таинственной улыбкой. Главенствующее божество Вассу – это 8 элементов, через которые боги представляют аспекты природы и природные космические феномены. 8 Вассу – Апас – вода, Сома – луна, Дхара – земля, Анила – ваю, ветер, Анала – Агни – огонь, Пратьюша – рассвет, и Прабхаса – эфир неба. Эти божества проявляются на разных уровнях, чтобы вести душу в сторону ее истинного назначения. Планетарный владыка – Марс, планета отваги и действий, которая помогает победить внутренних демонов и внешних врагов в виде материальных желаний. Символы Накшатры – барабан и флейта – отбивают чьи-то чужие ритмы. Барабан Шивы и флейта Кришны – указывает на способность слышать божественную музыку. Флейта и барабан полые внутри, поэтому для людей важно научиться писать свою собственную музыку и наполнить свою жизнь любовью, так как в противном случае они будут ощущать пустоту и фрустрацию внутри себя. Барабан также связан с барабанной ушной перепонкой и с ритмом сердца, сердцебиением. Накшатра Дхаништха – звезда симфонии. Дхани означает «богатый», а Ишта – значит «завершенный», а также переводится как «очень известный». Дхаништха богата духовно и материально. Альтернативное имя Накшатры – Шарвишта, что означает «наиболее известный» или «слышащий». Животное Накшатры – самка льва. Главная охотница – самка льва является планировщиком, охотником и поставщиком. Она готова рискнуть своей жизнью ради своей семьи. Прошлая жизнь. Когда-то человек был божеством, но ему пришлось родиться на земле из-за неблагородного поступка и последующего проклятия. Мать его имела брачный договор с его отцом. У нее были свои тайны, с которыми отец, в конце концов, не смог смириться, и союз был расторгнут. У человека с матерью была очень сильная потусторонняя связь. Он понимал, что его родила особая мать. Она была воплощением сверхъестественной силы, и был ритуал появления его в этом мире. Со стороны, казалось, она была жестокой по отношению к нему. У него был элемент тоски от того, что попал в ловушку человеческого тела. Он находился между двумя мирами, между жизнью и смертью, ощущая свою фатальность. Он вырос с отцом и с мачехой, был сводный брат, но также аборты и выкидыши преследовали его семью. Ради счастья отца он дал клятву, которая отразилась на всей его жизни и сковала его жизненный путь. Он всегда жил прошлым и не был готов из-за клятвы действовать в настоящий момент. У человека было сияющее выражение лица. Он излучал уверенность и благородство. Его привлекательная улыбка действовала подсознательно на собеседника. Он следил за своей осанкой, демонстрируя миру свою уверенность, ощущал себя комфортно в любой компании. Он любил общаться с людьми и быть частью высшего общества. В некоторых ситуациях у него был блуждающий, манящий взгляд. Обладал особым размеренным видом речи и был очень конкретным в высказываниях. Он имел хорошие чувства ритма и времени, имел спортивные наклонности и наслаждался музыкой и танцами. В его жизни была трагическая любовь, имел проблемы в браке и постоянные семейные неурядицы. В момент зачатия детей не было любовного соития, это был вынужденный союз для продолжения рода. Брачные отношения какое-то время поддерживались на контракте. После развода он принял обет безбрачия. Он больше всего в жизни был влюблен в достижение результата и скорее был женат на своем обете. Обладал организаторскими способностями и ставил перед собой долгосрочные цели, которые выполнял любой ценой, был дисциплинированным и непреклонным. Его имя было известно во всех частях света. Оно развеивалось с ветром, попадая в уши людей. В его жизни была и слава, и признание, и богатство. Он был предан своему клану, семье, отцу и своим обещаниям, даже если понимал, что был на неправильной стороне закона.
мечтал о славной смерти. Защищая свой род, он гонял в ужас своих врагов, и, мотивированные страхом, они отдавали ему самое ценное в жизни, включая своих дочерей. У него была мистическая способность заставлять других делать определенные вещи без их желания. Это происходило через его слова. Он контролировал и управлял любым переговорным процессом, был чрезвычайно богат, включая многочисленные земли, недвижимость, драгоценности и ценные бумаги. У него был великий учитель, был благословен и мог встречаться с мудрецами, владел искусно оружием, и ему передали тайные знания. Он владел алхимией и понимал стихии. Трагедии в семье происходили при пожаре, а также несчастных случаев на воде. Его мучила бессонница, были проблемы со сном и с ритмом его сердца. В конце жизни к нему пришло осознание, что на самом деле он ничто. Он состоит из недостатков, и те клятвы и дхарма, которые он так следовал всю жизнь, были иллюзией и ошибкой, которые привели в итоге к печальному концу его семьи. Приняв обет, он взял на себя самовластие, казавшееся для него в тот момент благородным поступком. Он служил и помогал не всегда достойным людям, так как был ослеплен, думая, что выполняет дхарму. Однажды он превысил предел, пересек некоторую черту, вторгаясь в чужие границы и судьбы других людей. Его влияние имело в итоге плохие последствия. Он уже не мог контролировать обрушившиеся на его семью печальные события. Осознал, что все в руках Божьих. И терпеливо долго ожидал благоприятного периода, чтобы открылись небесные врата, и он покинул этот мир. Соединение Марса с Сатурном – это таймер жизни, считывающий пульс и показывающий, когда остановится сердечный ритм. Это яма-йога, указывает, когда подойдет срок. Есть древнее поверье, если кто-то умирает, когда Луна проходит накшатру Дхаништха, рекомендуется заказывать специальную пуджу и произнести особые молитвы, чтобы душа не забрала за собой еще 2 членов семьи. Лечебные средства – не навязывать свою волю другим, не давать обетов и клятв. Так или иначе, в этой жизни или в другой придется выполнить эти обещания, помогать и защищать детей, делать пожертвования в детские дома, помнить о важности момента зачатия для рождения здорового и благословенного ребенка, следить за своим сердцем. Благоприятно иметь в доме барабан или флейту. Игра на них может принести ритм в жизнь вместе с богатством. Благодатно посещение реки Ганги. Уважительное отношение к учителям поможет избежать нежелательных последствий в жизни. Профессии. Работники индустрии развлечения, музыканты, барабанщики, танцоры, спортсмены, военный персонал, работники в сфере недвижимости, также профессии, которые связаны с большими деньгами. 4 пады Дхаништхи. Лев. Есть некоторая незавершенная карма по отношениям к людям. Цель в этой жизни – защищать свою супругу или свой союз, а также что-то делать бескорыстно для людей, вести социальную работу. Дева. Будет обладать высоким уровнем желаний и действовать как духовный воин, который понимает, что необходимо закончить все незавершенные кармы и обязанности в этом мире. После можно будет расслабиться. У человека будет желание поселиться около дикой природы, рек, гор. Весы. Желание иметь настоящую любовь в этой жизни. Но прежде необходимо будет полюбить себя и научиться поддерживать баланс. Скорпион. Захочет углубиться в исследования. Будет искать энергию через карьеру. Будет желание зарабатывать большие деньги в этой жизни, но не привязываться ни к кому.